Ребят, всем привет! Приглашаю вас на прогулку по Ваганьковскому кладбищу. Это одно из туристических кладбищ Москвы. Я, кстати, уже снимал одно видео из Новодевичьего монастыря, и там же показывал Новодевичье кладбище. Поэтому, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Что, отправляемся? Мне нужно перейти дорогу, как раз вот перед нами Андреевская церковь. И построили в 1916 году. И ближе уже к 30-м годам ее закрыли, и в ней разместился детский дом. Вдалеке вы можете видеть как раз-таки Москва-Сити, и за ним, так условно можно сказать, как раз-таки находится Новодевичье кладбище и монастырь. Но мне надо перейти дорогу, и уже я окажусь на территории самого кладбища. Сразу же на входе с правой стороны у нас вот могила Влада Листьева. И рядом Владимир Высоцкий похоронен. Как я и сказал, кладбище это является своего рода таким туристическим местом, поэтому есть здесь экскурсии проводят. Вот даже видите, табличка «Экскурсионное бюро». Если кто-то желает, приезжаете, заказываете экскурсию, и вас проведут по таким, наверное, могилам-знаменитостям. В принципе, я вам тоже сегодня такую своеобразную экскурсию от себя проведу. Стоимость могилы здесь очень дорогие, цены доходят до цены московской однокомнатной квартиры. Цену однокомнатной квартиры в Москве, я думаю, вы знаете, поэтому нетрудно самим посчитать. Так, мне нужно обойти, наверное, это все дело. По ходу расскажу историю этого места, кладбища. Есть и свежего, 20-й год, 21-й. Кладбище огромное. Это одно из самых, наверное, больших московских кладбищ. И самое туристическое кладбище страны. Тоже одно из самых туристических. Здесь не особо я ориентируюсь, поэтому мы будем с вами ходить, смотреть. Где-то конкретно, кого я себе наметил показать вам, я покажу. Вот, например, Высоцкого, Влада Листьева. Могила. Талькова могилу посмотрим. Ну и по ходу будем, как говорится, разбираться, ходить, смотреть. Работы идут. В общем, когда-то здесь стояло село Ваганьково. Так называемая Ваганьковская слобода. Жили здесь придворные шуты, скоморохи. Отсюда и произошло название кладбища. Само же кладбище официально было образовано где-то в 18 веке и использовалось для захоронения умерших от чумы. Так называемое чумное кладбище. Хотя на самом деле оно и ранее существовало на территории села. Это еще было в 17 веке. Потом была московская чума. И здесь уже хоронили, как говорится, умерших от чумы. Кто умер от этой болезни. Со временем уже кладбище разрослось. Его разбили на участки. Построили церковь. Мы ее тоже с вами посмотрим. И, кстати, на месте, тут была старая церковь деревянная. Соответственно, она не сохранилась. И на ее месте построили ротонду. А вот церковь, она, кстати, у меня позади осталась. Я говорю, мы к ней еще вернемся. Где-то в 19 веке именно вокруг нее, на участке, ближе всего, место стоило 200 рублей. По тем деньгам. А на самом дальнем уже хоронили бесплатно. Да, наверное, все-таки лучше пойти непосредственно к тем могилам, которые я хотел показать, потому что здесь вот более такие современные уже
СССР, Россия. Ну, по годам я имею в виду. Хотя вот, ну да, тоже СССР, 1980 год. Ну, давайте пройдемся здесь, посмотрите, как оно выглядит. В принципе, здесь ничего такого прям вот сверхъестественного нет. Это обычное кладбище, да, как и во всех, наверное, российских городах. Более такие старые могилы и значимые, они немножко в другом месте. Ну, сейчас здесь пройдемся и уже пойдем там тоже погуляем. В общем, после еще Октябрьской революции из местного храма было изъято около 340 килограммов золота и серебра. Представьте, сколько здесь всего было за эти года. Да, здесь свеженькие. Даже младенец похоронен. Ну, самое, конечно, такое, наверное, печальное зрелище, когда могилы маленьких детей. Кстати, ремонт храма идет. Сняли вот крест, купол. Он вообще очень старый, построен еще был в 1824 году. Могила Тихонова, заслуженный тренер России. Здесь у нас тоже похоронен заслуженный тренер по футболу. Видите, вот пацаны смотрят, стоят на могилу. Мячик. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР по футболу. Как я и сказал. Такая самая, наверное, центральная, как бы, аллея. Улица, можно так сказать. Сергей Белов, также спортсмен, баскетболист. Знаю, что где-то с правой стороны должна быть могила Абдулова. Сейчас покажу вам тоже ее. Тут видите, у каждой улочки, аллеи свое название. Вот это Мочаловская аллея. Надеюсь, правильно ударение произнес. Также у нас здесь спортсмен похоронен. Футболист, видите, футбольный мяч. Тоже предполагаю, что это, наверное, футболист. Судя по перчаткам, вратарь. Я не футболист, поэтому можете написать в комментарии, знаете вы таких спортсменов или нет. Георгий Юматов. Все вы, наверное, его знаете, актера этого. Артистка Большого театра Татьяна Петровна Светлана в 1981 году скончалась. Вот впереди еще, смотрите, футболист, спортсмен похоронен. Старостин Николай Петрович. Такие улочки есть. Да, здесь уже постарее могила, 71 год. Хотя нет, там то же самое было. Как-то здесь все так, знаете, в разноброс. И свежее, и старое. В общем, все вместе. Сейчас я сверюсь с картами, чтобы мне ничего не пройти. Так, а я прошел могилу Абдулова. Ребят, прошел мимо могилы Александра Абдулова. Вот она, вот такая. Пришлось немного вернуться назад. Смотрю просто по сторонам. Здесь я очень-очень давно не был. И для меня как будто бы это
Тоже такая своего рода новая прогулка. Ребят, дошел до колумбария, двухэтажный он. Там вот лестница есть, можно также на ту сторону, ну, на ту сторону перейти. Я сейчас обойду его, либо подняться на второй этаж. Я, конечно, не буду туда подниматься, мы сейчас обойдем его вокруг и пройдемся там. Народу сегодня много. На улице по-осеннему свежо. Но как бы, знаете, еще лето не отдает свои права. И достаточно нормально так ходить, гулять. Я даже одел сегодня футболку, шорты. Провожаю летние деньки, как говорится, одеваясь по-летнему. Сейчас немножко сюда назад вернусь, посмотрю, что там, какой лев лежит. Акопов Аркадий похоронен. И пойду назад туда. Здесь, смотрите, еще одна могила спортсмена-хоккеиста, наверное. Да, хоккеист. Это футболист. Это кто? Георгий Горонян. Вот старая какая-то могила. Я вот такую же, может быть, себе хочу. Может, я себе на перспективу, блядь, присаживаю. Меня, конечно, водили чуть больше устроить. Необычно, да, увидеть такой старый саркофаг, а вокруг уже более такое все современное. Старое кладбище, по факту, но что-то пока я вот не вижу очень-очень старых могил, ну, за исключением вот этого саркофага, который я увидел. Хотя, как я и сказал, все старые могилы были построены, не построены, а установлены, выкопаны, да, захоронены люди возле церкви. Потому что это были самые лучшие места. Соответственно, значит, там, возможно, хоронили самых богатых, цены, потому что 200 рублей за участок по тем временам, наверное, это были огромные деньги. Ну и сейчас то же самое. Я вот сейчас проходил, кстати, была могила, 23-й год. Значит, до сих пор людей здесь хоронят. Причем там похоронен какой-то был подросток. Я не знаю, кто это, не стал снимать, прошел мимо. Но, тем не менее, до сих пор хоронят. Заслуженный тренер. А это, наверное, у нас, вон, видите, коньки, скорее всего, с фигурным катанием человек был связан. Многих людей я не знаю. Слушайте, вот это что-то знакомый прям. Евгений Дворжецкий. Почему-то лицо знакомое. Где-то вот я и видел его. Петр Глебов, народный артист. Григорий Горин. Все вы его, наверное, знаете. Сергей Яковлев. Тоже, смотрите, какая необычная могила, памятник. Это у нас на спине. Справа мужчина, слева женская фигура. Народная артистка России Алла Балтер. Тоже актер Анатолий Ромашин. Режиссер. Давайте колумбарий покажу. Колумбарий, правильно. Народный артист России Владимир Ляховицкий. К сожалению, даже многих-то артистов, вот Ляховицкий, я не скажу, в каких он фильмах снимался. Но, тем не менее, вот, народный артист. Если, ребят, знаете, напишите, в каких фильмах люди снимались. Вот я вот хожу, смотрю, кого-то знаю, кого-то не знаю.
Вороны орут. Ну, конечно, без ворон-то никак. Они создают такую атмосферу кладбища здесь. Композитор, народный артист СССР Туликов Серафим Сергеевич. Олимпийский чемпион Воронин. Видите, в 2004 году был похоронен здесь. Лев Яшин. Ну, Льва Яшина я точно знаю. И справа могила Талькова. Это стихи из его песни «Поверженный в бою, я воскресну и спою». Игорь Тальков, 1991 год, дата смерти. Так, по-моему, убийство его и не раскрыто было, насколько я знаю. А мне запомнились строчки из его песни, именно не помню, как песня называется. О, сейчас расскажу дальше. Так, это у нас могила Михаила Пуговкина. В 2008 году скончался. И тут, видите, указаны как раз таки кинокартины, в которых он снимался. «Спортлото 82», «Бременские музыканты», «Свадьба в Малиновке», «Приключения капитана Врунгеля», «Солдат Иван Буровкин», «Штрафной удар». Слушайте, а тут я не вижу, кто похоронен. Анастасия Григорьева. Продолжу про песню Талькова. Строчки мне одни запомнились. В конце там поется так, что он именно поет про Россию, да, про иммигрантов, что иммигрантов трудная судьба, кто уехал. И там такие строчки присутствуют в конце песни, что «а тот, кто останется здесь, тот поймет, тот выдержит все, тот поймет, что он человек». Вот почему-то мне вот эти строки именно запомнились. То, что мы, как бы те, кто остались в России, я, кстати, даже могу это применить и к нынешнему времени. Он пел тогда, а я бы это применил и сейчас. Тот, кто останется здесь, тот поймет, что он человек. Тот выдержит. Да, кто выдержит здесь все, тот поймет, что он человек. А так не хочется ничего выдерживать. Хочется просто жить и наслаждаться жизнью. Это так, из личного. Здесь у нас похоронен, смотрите, Григорий Чухрай. Вот там дальше Георгий Вицин. Здесь у нас Антон Григорьев, Ирина Григорьева. Давайте сейчас поближе подойду к Вицину. Вот такой портрет. Цветы, видите, да? Стоят, приносят люди. Так, сейчас еще обойду здесь. Что-то мне прям взгрустнулось. Ехал я сюда с хорошим настроением, показать вам все это дело здесь. Но, видимо, кладбище все-таки делает свое. Нина Меньшикова, Станислав Ростоцкий. Дело было в Пенькове. Доживем до понедельника. Он режиссер, наверное. «А зори здесь тихие», «Белый бим, черное ухо». Я говорю, немногих я знаю. Как бы телевизор я не смотрю, но фильмы какие-то из СССР, советские, так сказать, я смотрел, видел. Современные фильмы российского производства я не смотрю. Для меня это полная чушь. Ну, не нравится мне и все. Поэт Марк Лисянский. Руфина Нефонтова. Народная артистка СССР. Современные фильмы, говорю, российские я не смотрю. И вам не советую.
Ох, да, это что такое? Интересно. Так, а не вижу, кто это. А, вот Черникова Лидия Владимировна. Такая лежит на диване. В 2015 году скончалась. Ребят, не знаю, кто это. Если кто-то знает, напишите. Мне даже интересно. Кто-то вот себе такой поставил здесь памятник. А вы не знаете, кто это вот? Нет? Здесь, видите, за могилами ухаживают. Людей здесь почему-то поменьше стало. На той центральной улице, где я шел, Колумбарию, было побольше народу, а здесь прям мало. Возможно, мне надо сейчас уйти куда-нибудь налево и пойти дальше прямо. Хотя можно здесь пройтись. Давайте здесь пройдемся, посмотрим. В принципе, вот кого я хотел показать, я уже показал. А здесь уже будем смотреть тогда все, что попадется на пути. Ну и посмотрю сейчас еще в картах, кто из известных людей здесь есть. Ну, похоронен, чтобы показать вам тоже. Вот какую-то старую прям могилу увидел. Не совсем понимаю, здесь могила или нет. Да, вот здесь могила есть, смотрите, она прям очень старая. Нету уже ни табличек никаких, а я вот к этой шел. Ну, хотя нет, 1978 год. 1994 год даже. Вроде как бы не совсем-то и старая, но кажется уже такой заброшенный. За многими могилами, конечно, уже не ухаживают. Люди, ну, возможно, семья тоже покинула вообще Москву, там, не знаю, страну. Поэтому некоторые могилы стоят и выглядят очень заброшенными. Вот как там, да, например, вся заросла уже. Но я думаю, как есть у нас такая поговорка, да, свято место пусто не бывает. И думаю, что, наверное, какое-то время проходит. Так, Захар Алексеевич. Вот, смотрите, старая могила. 1898 год. А рядом 1984. Вот о чем я и говорю. Святое место пусто не бывает. Если это применимо, конечно, к кладбищу, к могилам, что кто-то не ухаживает какое-то время, наверное, проходят. Смотрители все-таки знают, где старые могилы и где люди приходят, ухаживают. Потом это дело, я думаю, просто здесь потихонечку, вот так, если будет все это выглядеть, да, уберут, расчистят и продадут по цене однокомнатной квартиры. Потому что сами вы наверняка все уже знаете, что вот этот бизнес кладбищенский, это супер бизнес, потому что люди умирают каждый день. И здесь, тем более, место очень дорогого стоит. И я думаю, здесь за этим очень-очень следят. Есть же кладбищенская мафия. Ну, точно есть она, потому что здесь такие деньги, бешеные деньги. Представьте, кусочек вот этот там, сколько тут? Квадрат, 2 квадрата, 3 квадрата, не знаю. По цене 12 там и выше миллионов рублей. Ну, явно, что кто-то следит, и они следят за этим делом, когда сюда никто не ходит, чтобы высвободить место под новые могилы. Шел, и меня привлекла вот эта плита. Смотрите, какой-то вроде как каратист, наверное. А здесь, посмотрите, он скончался, так, Белобров Андрей в 1998 году, а внизу, видите, автомобиль американский. Возможно, человек любил данную марку этого автомобиля, либо он ему когда-то принадлежал, потому что я вижу даже госномера. Выехали сюда. А? Выехали сюда. Туда. Спасибо. Так, и где-то тут еще... вот с этой стороны есть старая могила, тоже проходил, смотрите. Менталь. А вот прям, это, наверное, вся династия Менталь. Вот 1885 год, 71 год прожил человек.
Здесь у нас 1892, скончался 14 октября. Там уже 46-й. И вот более свежий 75-й год. Прям видно, что детская могила. В общем, да, такая прям династия. Видите, огромная площадка. В общем, люди вот так ходят, гуляют, смотрят, узнают каких-то знаменитостей, кто-то конкретно приходит, да, к кому-то. Вот здесь похоронен композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1983 году скончался. Хагагортян Эдуард Арамович. В общем, вот так. Тоже вот старая могила прям. Давно никого не было, никто не приходит. Еще покажу вам могилу Есенина. Надо идти в другую сторону. Давайте я сейчас вот здесь сверну налево и пойду по ней, по этой дорожке. Посмотрим как раз таки по пути. И покажу вам могилу Есенина. Да, здесь уже такие больше как раз таки времена СССР, советское время захоронения. Посмотрите, они прям вот одна за одной идут. Вот могила одна, сразу идет вторая, третья, четвертая. Туда даже по факту не подойти. Вот как туда прийти? Никак не подойдешь. Ох, да, здесь просто, вот видите, тоже уже как брошено, что ли. Никто не ухаживает. О, самокат кто-то оставил. Видимо, поставил человек и пошел куда-то вглубь. 2004 год, 2005. Могила Владимира Мигули. И рядом могила Булата Акуджавы. А почему камень? Я сейчас подслушал, просто тут гид рассказывал. Камень этот символизирует как бы самородок. Могила Георгия Буркова. Скончался он в 1990 году. Могила Леонида Филатова. Скончался он в 56 лет. Перед могилой лавочка, много цветов, фонарный столб. Жизнь моя духовение вверху указано. И внизу у нас дата смерти 2003 год, чтобы помнили. Надо признаться, что это моя вторая поездка на это кладбище. Потому что в первый раз, когда я снимал, кадры у меня были испорчены. Поэтому снимаю для вас второй раз. Иду сейчас к могиле Армена Джигарханяна. О, смотрите, общественный деятель. Кепка Adidas даже. Видимо, любил человек Adidas. Может быть, я ошибаюсь. В общем, иду я сейчас к могиле Армена Джигарханяна. Покажу вам. Дойдем еще до могилы Андрея Миронова. Лайком здесь не обойтись. Напишите, пожалуйста, комментарий. Это поможет продвижению этому видео. Ну и, соответственно, канала. На улице все так же осень, только уже конец сентября. Но смотрите, какая шикарная погода. Солнце светит. На улице где-то сейчас градусов, наверное, 20. Это первая осень на моей памяти с такой погодой шикарной. И не скажешь. По ощущениям, я думаю, и по картинке тоже кажется, как будто лето. О, смотрите, какой бюст. Это у нас
Бюст пионеру Игорек Кудрявцев. Родился в 43-м, умер в 1955 году. Пионерский галстук. Ориентир, кто пойдет на могилу Джигарханяна, нужно будет повернуть, вот участок у нас 26 налево. Да, 26, 26, 27. Мы поворачиваем налево, и, по-моему, сейчас будет как раз-таки первый поворот направо. Могил очень-очень-очень много, известных людей, ну и неизвестных, соответственно. Конечно же, я всех известных не могу показать в одном видео, поэтому показываю, на мой взгляд, как, может быть, я уже и говорил, самых значимых, на мой взгляд. Вы, конечно же, если сюда приедете, здесь, мне кажется, можно гулять весь день, потому что кладбище достаточно большое, могил известных людей очень много, они раскиданы, разбросаны по самому кладбищу, вот, и нужно будет повернуть направо, участок номер 30. Как я говорю, участков много, могил много, поэтому у вас уйдет весь день, если вы пожелаете сюда приехать и здесь посетить могилы известных людей. И сейчас у меня будет поворот, кстати, налево, и сразу же на повороте Армена Джигарханяна могила. Потом мы вернемся с вами назад и пойдем направо, и второй переулок налево, там уже будет могила Андрея Миронова. Есть и старые могилы. Находил уже могилу, человек был похоронен в 1903, по-моему, году. Вот могила у нас Армена Джигарханяна, участок 29. Вы не пройдете мимо, она вот сразу же. 1935-2020. Джигарханян Армен Борисович, народный артист СССР. Вот такая могила. Кто-то вот приносит, видите, игрушки, маска черная. Да. И венок, вернее, как венок от сатировцев. Видимо, от театра сатиры. Всем достаточно известный артист. Жалко, говорю, когда уходят люди, которых ты смотрел, на фильмах которых, наверное, вырос тоже. И самый, наверное, который мне запомнился фильм с его участием, это фильм «Раз на раз не приходится», кинокомедия. Этот фильм я смотрел где-то, наверное, в 87-м, может быть, ближе к 90-м годам в кинотеатре в Москве. Прям хорошо помню, там играет Куравлев, Бурундуков, и Джигарханян. И если помните, там как раз-таки один из героев, которого играл Куравлев, прятал свое золото. Там они золото нашли, когда дома как сносили, нашли золото. И вот один из участников этого трио, которого играл Куравлев, свое золото прятал как раз-таки на кладбище. Все, я иду сейчас к могиле Андрея Миронова. Вот у нас первый поворот налево, но мы идем дальше и сразу же налево и направо. С правой стороны будет могила Андрея Миронова. И там, по-моему, он даже не один похоронен. Это люди там убирают, цветы меняют. Могилы очень разные. Есть просто плиты, есть кресты. Кто-то ставит такие памятники красивые. Там вот я проходил в глубине, не стал снимать. Плачущая дева. Очень красиво сделано. И вот у нас с правой стороны сейчас будет могила Андрея Миронова. Картинка, ребят, может отличаться, потому что, говорю, доснимаю на другую камеру. Вот у нас могила Андрея Миронова. Я же снимал дом
где жил и родился Андрей Миронов. Это как раз-таки на Петровке. Снимал прогулку на Петровке. Поэтому скоро это видео выйдет. Не знаю, кстати, в какой последовательности выйдет это видео первое или все-таки по Петровке. Там я покажу дом, где он родился и жил. Ну а в этом видео, соответственно, его могилу. Тоже замечательный актер. Думаю, у них самое большее именно дуэт Папанов и Андрей Миронов. Наверное, вот такой состоялся дуэт. Ребят, еще одна известная личность. Василий Иванович Суриков, художник, живописец. И скончался он в 1916 году. Здесь же похоронена его жена, а Елена Васильевна Сурикова, к сожалению, я не знаю, возможно, дочь. Если кто-то знает, напишите, ребят. Цветов, как вы видите, особо нет. Вот есть какие-то старые, уже прям в паутине. Видно, что за могилой не особо ухаживают. Она прям вся пыльная, вся в паутине. Ну, в общем, грязноватая, так скажу. Николай Петрович Киреев. Не указана дата, к сожалению. Ребят, нашел могилу Сергея Есенина, но показать, к сожалению, я не могу. Сейчас идут реставрационные работы. Вот так она выглядела раньше. Так, давайте вот насколько возможно приближу вот так. Не знаю, что там видно. Я уже только на постпродакшене, как говорится, могу посмотреть. А, сейчас вот здесь покажу вам. Вот так это все дело выглядит. Участок номер 17. Если будете здесь, получается, что у меня впереди церковь. Нужно было свернуть налево просто и идти сюда, в эту сторону. В общем, вот такая у нас с вами небольшая прогулка по Ваганьковскому кладбищу. Заслуженный артист России, 1977 год. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как всегда, отдельное и большое спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока!